Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк. Все о монетах. Друзья, в этом обзоре мы разберем с вами дорогие монеты номиналом 20 копеек Советского Союза. 20 копеек 1928 года. Довольно частая и, на первый взгляд, рядовая монета, которая в то же время имеет интересную разновидность. Ценный экземпляр, который нужно знать. Эти монеты чеканились с типичным аверсом, где внизу буквы СССР строго вытянуты. Но, как известно, на производстве случаются перепутки. Поэтому, друзья, обратите внимание на ваш экран. Сейчас на нем фото монеты тиражного исполнения. Рядовой экземпляр, где все сделано правильно. В нашем случае использовались штемпеля и для мелких разменных номиналов, как 3 копейки 1926 года. Так и случилось, что штемпель аверса от этой монеты попал в производство к нашей 20-копеечной. В итоге на свет вышла монета-перепутка. Советский 2-гривенник, но с аверсом от 3 копеек. Как это отличить? Очень просто. Посмотрите на монету. Здесь буквы СССР на аверсе вытянуты, а у любой 3-копеечной монеты этого периода они округлые. Итак, друзья, если вам попалась монета-перепутка 20 копеек 1928 года, где использовался другой штемпель аверса с округлыми буквами СССР, то вы нашли ценную и редкую монету. На сегодня стоимость такой монеты в хорошем состоянии в районе 8000 рублей. Более того, монета на фото действительно уже была продана за эту сумму. Также отмечу, что если будет найдена в ваших закромах монета в отличном состоянии, штемпельный блеск, то цена будет уже в районе 15 тысяч рублей. На монету в качестве всегда спрос выше. Уважаемые зрители, теперь вы знаете, что, держа в руках 20 копеек 1928 года, всегда важно просматривать ее аверс и проверять его на предмет редкости. Такие разновидности монет СССР хорошо ценятся. Большое количество коллекционеров будут рады приобрести в свою коллекцию такой экземпляр. А вы, в свою очередь, получите хорошую прибавку к семейному бюджету. Средняя стоимость 20 копеек 1931 года составляет на сегодняшний день около 25-30 тысяч рублей. Но некоторые экземпляры особенно ценятся коллекционерами и оцениваются в 100 тысяч рублей. Высоко ценится у коллекционеров, и каждый желает заполучить хоть одну такую монету в свою коллекцию. Рассмотрим разновидности. Уважаемые зрители, особенность этой монеты состоит в том, что из-под станка вышло 2 образца, которые получили прозвище «старый» и «новый образец». Для чеканки старого образца использовались серебряные заготовки, а вот новый образец стал первым экземпляром, который был выпущен на заготовке из сплава меди и никеля. До этого в СССР такой сплав для чеканки не использовался. Состав заготовки был изменен по причине того, что советская власть считала недопустимым, чтобы драгоценные металлы находились в обиходе у жителей Советов. Также интересной особенностью является то, что год эмиссии 1931, но в оборот она была введена лишь с февраля 1932 года. Оба образца кардинально отличались друг от друга. На аверсе обоих монет изображен герб СССР, который занимает практически весь центр круга заготовки, а вокруг него выгравирован знаменитый лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Внизу диска полукругом выгравирована аббревиатура СССР. На втором варианте она отсутствует и переходит в расшифрованном виде на реверс. Вместо надписи сделан прочерк. Реверс монеты из серебра практически полностью отдан под номинал монеты, который немного смещен от центра вверх. Под номиналом оттиск слова «копеек» и год эмиссии 1931, который разделен точкой на 19 и 31. По ободу монеты обрамляют колосья, стебли которых пересекаются внизу по центру.
Реверс монеты из сплава создавал художник Васютинский. В правой верхней части монеты расположен рабочий с молотком, который держит щит. На щите практически все пространство заняла цифра 20, которая обозначает номинал монеты. Под цифрами внизу расположилось сокращенное слово «КОП» без точки в конце. В левом верхнем углу оттиск года выпуска монеты – 1931. Вся композиция обрамлена надписью «Союз Советских Социалистических Республик». По техническим параметрам обе монеты практически схожи. Диаметр 21,8 мм, масса 3,6 грамма. Гурт рифленый. Единственное изменение – толщина. У серебряной монеты она была 1,2 мм, а у заготовки из сплава 1,5 мм. Так сделано специально, чтобы вес монеты остался прежним, так как сплав из никеля и меди немного легче серебра. Цены на аукционах. Друзья, цена на экземпляр из сплава невысокая и находится в диапазоне от 200 до 2500 рублей, в зависимости от состояния. За перепутку, которая характерна отсутствие точек между буквами СССР, оценивается дороже. Средняя стоимость составляет 15-20 тысяч рублей. Максимальная цена, за которую был продан такой лот, на сегодня составляет 30 тысяч. Экземпляры, которые в народе прозвали «колбаса», по причине того, что цифры номинала очень широкие и внешне похожи на батон колбасы, оценивается еще дороже. Минимальная стоимость такой монеты составляет около 1500 рублей, а вот максимальная достигает порядка 40 тысяч. Однако лоты в хорошем качестве довольно редки, и в основном продаются монеты колбаса в состоянии чуть-чуть похуже, который оценивается от 7 до 15 тысяч рублей. Серебряные 20 копеек стоят от 150 до 320 тысяч рублей за экземпляр. Друзья, такой экземпляр очень редкий, и на обычном аукционе их не найти. Практически все экземпляры находятся в частных коллекциях и на продажу практически не выставляются. Также очень дорого ценятся так называемые перепутки. Самой дорогой перепуткой считается монета, которая была выпущена со штемпелем от 3 копеек. Такой экземпляр стоит около 100 тысяч. За перепутки, которые были отчеканены на бронзовых заготовках, на аукционе просят порядка 10 тысяч. Самой редкой и желанной перепуткой считается монета, которая была выпущена на заготовке от 15 копеек. Ввиду несоответствия размеров, рисунок такого экземпляра смещен, и части гурта просто нет. На аукционе такая монета ушла за 55 тысяч рублей, и торги за нее были довольно активные. Уважаемые зрители, пробные монеты отличаются от обычных монет дизайном реверса. Перед вами рисунок, на котором А и Б – это пробные монеты, а монета с обозначением буквы В – обычная монета. 20 копеек 1961 года, пробные, стоят от 400 до 500 тысяч рублей. Перед вами 20 копеек 1983. У этой монеты есть 3 разновидности. Первые 2 обычные. Цена таких монет составляет 10-20 рублей. Перед вами третий вариант, и он более редкий. Отличить эту монету легко, ведь у нее надпись «СССР» отдалена от границ монеты, точно так же, как и звезда. Цена такого экземпляра 2000 рублей. Далее идет 20 копеек 1984 года. Обычный вариант со стоимостью 5-10 рублей. Но у этой монеты есть 2 редкие разновидности. Первый вид – оторванный колосок. Отличить такую монету можно не сразу, но все же отличие от обычной монеты довольно весомое.
Обратите внимание на левую часть монеты, там мы можем увидеть колосок пшеницы. А правее от него левитирует еще один колосок, но более мелкий. Цена таких монет равна 400-500 рублям. Второй вариант – приподнятый герб. Такую монету сразу видно, ведь у нее герб находится выше, чем обычно. Такие монеты могут стоить 3-4 тысячи рублей. 20 копеек 1986 года. У данной монеты имеется несколько разновидностей, но ценятся только две. Первый вариант – это перепутка. 20 копеек начеканили на металле от 3 копеек. Данный вариант исполнения монеты очень редкий, и его цена составляет более 50 тысяч рублей. Второй вариант с приподнятым гербом. Данную разновидность очень легко распознать, ведь герб у такой монеты будет слегка выше, чем у обычной. Такие монеты оцениваются в 2-3 тысячи рублей. Друзья, среди 20 копеек, отчеканенных в 1989 году, нумизматами было выделено 3 разновидности. Причем один из этих вариантов встречается значительно реже. И поэтому его коллекционная стоимость может достигать до 3000 рублей. Обе тиражные разновидности монеты редкими не являются. Подобных 20-копеечников до нашего времени сохранилось очень много, и поэтому их коллекционная стоимость минимальна. Вот редкий вариант исполнения 20 копеек 1989 изначально в наличное денежное обращение не поступал. Такие 20-копеечники встречаются только в составе годовых сувенирных наборов Госбанка. От обычных экземпляров 1989 года эти редкие монеты отличаются некоторыми деталями в исполнении аверса. По какой-то причине их изготовили с использованием штемпелей, предназначенных для чеканки 3 копеек. Для того, чтобы вам определить такую монету, нужно присмотреться к просвету между вторым левым колосом и стеблем третьего колоска в гербе СССР. У тиражной разновидности 20 копеек в этом месте из-под ленты выходит длинная, хорошо заметная ость. Если же в указанном месте ости нет, это значит, что монета отчеканена не родным штемпелем, предназначенным для 3 копеек. Коллекционная стоимость такого редкого варианта 20 копеек 1989, которую можно найти только в сувенирных годовых наборах, сейчас составляет в районе 3000 рублей. Друзья, если вам понравился этот обзор, я прошу поддержать его лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья.